Всем привет! Что первое всплывает в мыслях, когда мы говорим о греческом блюде? Конечно же, муссака. Блюдо из сочных баклажанов с мясом и томатами под соусом бешамель. Этот соус – неотъемлемая часть муссаки. Но так было не всегда. До 20 века блюдо готовили без этого соуса. С целью сделать блюдо национальным для многих народов, греческий шеф-повар Никос Целиментос привнес новинку в виде этого соуса. В муссаку иногда добавляют картофель. Сегодня именно так я и сделаю. В итоге приготовлю современный вариант этого знаменитого греческого блюда. Следите внимательно за происходящим на экране. Я начинаю готовить. У двух крупных баклажанов отрезаю плодоножки. Нарезаю баклажаны слайсами толщиной около 1 сантиметра. Противень смазываю оливковым маслом и выкладываю на него баклажаны. Сверху по вкусу посыпаю солью. Черным молотым перцем. И орегано. Баклажаны сбрызгиваю небольшим количеством оливкового масла и переношу в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Баклажаны томятся в духовке, и у меня есть время, чтобы приготовить сочную мясную начинку. Шинкую 1 луковицу и 2 зубчика чеснока. Теперь моя задача их обжарить. Смазываю сковородку оливковым маслом и помещаю в нее нашинкованную луковицу. Обжариваю ее до золотистого оттенка на среднем жаре плиты. Добавляю чеснок. Держу на плите еще примерно 1 минуту. Самое время поддать жарку. И добавить в сковородку 500 грамм фарша. Обжариваю его до готовности. У меня на это ушло 10 минут. Затем солю по вкусу, перчу и добавляю 1/3 часть молотой корицы. Перемешиваю. Фарш почти готов. Осталось добавить еще несколько ингредиентов. – 400 грамм помидоров. Это 3 штуки средних размеров. Делю на 4 части. И складываю в блендер. Измельчаю до однородной массы. В блендер добавляю 1 столовую ложку томатной пасты. И снова работаю блендером. Содержимое выливаю в сковороду к фаршу. Сюда же помещаю несколько лавровых листьев. И тушу содержимое сковороды 20 минут под крышкой. Фарш уже томится, булькает, искрится. Аромат потрясающий. Пока он там булькает, приготовлю картофель.
2 картофелины средних размеров избавил от кожуры. И нарезаю слайсами в полсантиметра. Обжариваю их с 2 сторон на разогретой и смазанной растительным маслом сковородке. Какое вкусное блюдо может обойтись без соуса бешамель? Может быть, какое-то и обойдется, но только не мусака. Готовлю соус. Небольшую кастрюлю ставлю на плиту. Помещаю туда 50 грамм сливочного масла и растапливаю до жидкого состояния. Следом отправляю 1,5 столовых ложки муки. Работаю венчиком, чтобы основа для соуса бешамель не пригорела. Мука собралась в комочки и стала золотистого оттенка. Порционно выливаю пол-литра молока. Размешиваю венчиком, чтобы избавиться от всех комочков. Держу соус на плите до загустения. Добавляю пол чайной ложки соли и 1/3 чайной ложки мускатного ореха. Все ингредиенты готовы. Баклажаны, картофель, фарш, соус. Осталось совсем немного. Завершающий этап – сборка блюда. Обжаренный картофель выкладываю в форму для выпечки. Смазываю небольшим количеством соуса бешамель. Затем слой фарша. Посыпаю его 100 граммами натертого сыра. У меня сыр сулугуни. Он прикольный и он тянется. Теперь слой баклажанов. Снова соус бешамель. А сверху посыпаю 100 граммами натертого сыра. Форму для выпечки переношу в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Мусака с баклажанами готова. Это супер вкусное, сытное и ароматное блюдо. Да, люблю свою работенку. То, как мы уплетали мусаку за обе щеки, я оставил за кадром, а то вымазался весь. Так вкусно было. Рекомендую и вам теперь приготовить и попробовать. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Пока!